Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать у входной двери. И если вы будете знать это, то в вашем доме всегда будет царить гармония и достаток. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать, что же делать правильно у входной двери. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Через входные двери в наш дом попадает как отрицательная энергия, так и положительная. И если знать, что нельзя делать, стоя в дверях, то в вашем доме всегда будет царить гармония и достаток. А чтобы защитить свою семью и свой дом от нечисти, происков недоброжелателей, вы можете воспользоваться определенными оберегами, правилами и также говорить определенные защитные слова. Дверь во все времена и у всех народов считалась мистическим предметом. Знаете, таким вот своеобразным порталом между пространствами, между параллельными мирами и переходом из мира живых в потустороннее небытие. Наверное, именно поэтому достаточно много народных примет и суеверий, которые связаны с дверями. И эти приметы нужно следовать им для того, чтобы вам это только помогало. И на Руси перед тем, как выйти из дома, закрывали все двери, таким образом оберегая свой очаг от злых духов, которые могли проникнуть в ваш дом во время отсутствия хозяев. Примета, которая сильно пугала замужних женщин, заключалась в том, что не должны были присутствовать куклы возле входной двери. Если вы заметили, что ваша дочка постоянно высаживает куколок напротив входной двери лицом к ней, то знайте, что это к измене вашего супруга, или вскоре муж уйдет из семьи к другой женщине. Считается, что нельзя что-то передавать через порог, иначе можете навлечь на дом несчастье, которое приведет к разорению. Также можно вымести и благополучие из семьи, если неправильно пользоваться веником. Поэтому подметать необходимо всегда от входной двери, но никак не наоборот. Деньги, неожиданно выпавшие у входной двери или на пороге, говорят о скорых материальных трудностях. Но это можно нейтрализовать, спрятав под порог одну монету. Правда, этот ритуал необходимо делать в полном одиночестве на растущую луну и никому об этом не рассказывать. Помните о том, что закрывать и запирать на ночь входную дверь должен обязательно хозяин дома. Если его нет дома, то это должна сделать его жена. Считается, что к двери не должен подходить гость. Если гость будет запирать дверь на ночь, то вскоре на семью обрушится несчастье. И вообще, с гостями будьте всегда предельно осторожны. Считалось, что они не должны спать ногами к входной двери, так как это предвестник больших ссор и неприятностей. Знаете, символика двери очень тесно связана с миром живых и мертвых. И, например, довольно распространенным является то, что двери в доме, где находится покойник, не закрывают, чтобы не помешать душе усопшего переместиться в потусторонний мир. А вот если 10 марта, в день Святого Тарасия, в доме сорвется с петель дверь, то знаете, это предвестник беды. И это может быть болезнь, это может быть пожар или какие-то проблемы. Ну и о хорошем поговорим. Если в семье ждут пополнения, то в момент родов в доме необходимо открыть все двери, даже дверцы комодов и шкафов. И это обещает сделать роды быстрыми и легкими.
Вы знаете, приметы о дверях играют большую роль и для людей даже некоторых профессий. Так, например, охранники казино специально отгоняют детей от дверей заведения. А если они не уследят, то казино в этот день останется в проигрыше. А у космонавтов все намного серьезнее. Перед вылетом они обязательно расписываются на дверях гостиничных номеров, где провели так называемую крайнюю ночь. И персоналу категорически запрещено смывать эти автографы, так как это своего рода гарантия того, что космонавты благополучно вернутся домой. Каждый раз, когда вы выходите из дома на открывающиеся двери, скажите следующие слова: «Путь впереди, дорогу освободи». А когда вы входите в свой дом или в свою квартиру, чтобы оставить за порогом возможный негатив, незаметно шепнуть нужно на нее, только вам нужно взяться за ручку входной двери. И скажите следующие слова: «Не домашняя за порогом, в дом вхожу с Богом». Ну и еще хотим вам дать несколько примет, которые довольно известны в народе и, как говорится, работают. Отправляясь из дома в дальнюю дорогу, необходимо на время закрыть все окна и двери, чтобы также закрылись рты и у ваших врагов, которые своими пересудами, сплетнями могут помешать выполнить вами задуманное. Если же дверь сорвалась с петель, то знаете, это достаточно плохой знак. И если начинали двери скрипеть, это предвещало выезд. Ну, а если кто дверью сильно хлопнет, то это явный признак желания жениться. Но чтобы не сулили нам те или иные поверья, знайте, что хорошая и качественная дверь никогда не сорвется в петель и в нужный момент защитит нас от врагов и укроет от нескромных глаз в минуты мира и согласия в нашей семье. Еще пару минут хотим поговорить об стуке в дверь. И вы знаете, с одной стороны, такой звук, когда вам стучатся в дверь, может быть связан с чьим-то действительно визитом. И в нем нет ничего особенного, если вы точно ждете гостей. Но если вы услышали стук, обязательно подойдите к входу и посмотрите в глазок. Если снаружи никого нет, знайте, что это достаточно не очень хорошая ситуация. И многие люди, к сожалению, после того, как к ним постучался в двери, не могут спать ночью, мучаясь из-за дурных мыслей. Так как действительно, когда вы слышите стук в двери и никого не ждете, вы действительно можете привлечь плохое в свою жизнь. Поэтому, если вы не услышали ответ на отклик и никого не увидели в глазок, то сначала обязательно перекреститесь и скажите молитву «Отче наш». Далее удалитесь от входа. И помните о том, что отворив проем и не увидев за порогом человека, вы можете быть уверены, что впускаете дом несчастья. И, кстати, хотим посоветовать всем использовать одну, наверное, привычку, рекомендацию. Когда к вам кто-то стучится в квартиру, в дом, не спешите сразу открывать дверь. Обязательно спросите, кто там. Потому что именно эта фраза может сослужить добрую службу всем людям. Потому что за дверью вполне может, например, оказаться человек с недобрыми намерениями, которые не желают афишировать собственное присутствие. Также, пожалуйста, обращайте внимание, когда кто-то стучится в дверь, на ответ никто не отвечает, и вы в глазке тоже никого не видите. Не спешите, потому что ваша любознательность может привести к определенным проблемам в вашей жизни. При этом эти проблемы, эти беды придут в вашу жизнь достаточно быстро. Вот такими мы советами и рекомендациями хотели поделиться с вами в этом видео. Теперь вы точно знаете, что нельзя делать у входной двери.